Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Вот и закончилось жаркое лето, уступив место осенней прохладе. А значит, у нас с вами, друзья, появился отличный повод пополнить свой гардероб новой одеждой. В первую очередь, пусть это будет модное платье. Чтобы не ошибиться с выбором, хочу пригласить вас совершить виртуальный круиз по просторам фэшн-искусства и посмотреть на самые популярные модели с учетом тенденций сезона осень-зима 2024-2025. Прямо сейчас мы вместе попробуем определиться, какие платья сегодня в тренде, какой лучше выбрать цвет, длину, оригинальный стильный декор. Чем же нас удивил, очаровал, смутил или озадачил модный подиум. Дизайнеры очень старались угодить всем без исключения и, я надеюсь, заслужили на поставленный лайк. С интересом жду ваше мнение, мои дорогие зрители, в комментариях. Приятного просмотра! Первым делом обратить внимание стоит на трикотажное платье и вязаные наряды. Один из самых приятных трендов, который будет согревать наше тело и душу весь предстоящий холодный сезон. К тому же трикотаж абсолютно универсален. Такое удобное трикотажное платье всегда готово прийти на выручку, когда у нас, к примеру, есть ровно 30 секунд, чтобы собраться и выйти из дома. Куда? Да без разницы. На прогулку, на работу, в кафе, в магазин, на свидание. Трикотаж в этом смысле полный экстраверт. Модный вязаный наряд деликатно впишется в любую ситуацию. К базовой модели всегда можно добавить заметных аксессуаров, и образ зазвучит по-новому, в другом характере, стиле. Простое платье-водолазку от Изабель Маран сопровождает широкий пояс и сапоги с хищным принтом. У Bottega Veneta это яркого цвета сумка, а минималистичная в нейтральном сером тоне Макси марки Каролина Эррера дополняют лимонно-желтые туфли-лодочки. В коллекции Ralph Lauren мы найдем платье с летящим плиссе из тонкого трикотажного полотна с нитями люрекса, которое вполне может стать вашим элегантным вечерним нарядом. В линейке Луиза Спаньоли есть очаровательный розовый комплект для романтического настроения. В копилку трендов на холодный сезон не забудьте также включить вязаную одежду с пышными округлыми рукавами. Среди самых заряженных на лайки оказалось платье от Ники Циммерман. Бренды Max Mara и Scorpion лишь слегка намекнули на популярную нынче тенденцию. Вашей осенней униформой готово стать черное трикотажное платье. Почему именно черное? Все дело в том, что с ним есть возможность экспериментировать до бесконечности. Такое точно не выйдет из моды в ближайшие пару лет. Кожаное платье. Идеальное для прохладной осени. В этом сезоне дизайнеры решили порадовать нас десятками различных стильных фасонов из уже привычного всем материала. Платье из кожи – вещь удобная и практичная. В коллекциях осень-зима есть немало новых прочтений всем нам знакомого долгоиграющего тренда. Дерзкие мини, элегантные и деловые миди или роковые макси. Не остались без внимания и ретро-мотивы. Лаконичное, строгое кожаное платье из коллекции Fendi вполне подойдет для рабочего дресс-кода, а модель асимметричного кроя бренда Stella McCartney – идеальный компаньон для эффектной стрит-стайл фото. В линейке Эрмана Шервина хочу отметить несколько монохромных луков, где платья-бюстье отлично сочетаются с трикотажем. Да к тому же все выполнено в модных цветах осени, в природном зеленом и в темном глубоком тоне зимняя вишня. Добавить намек на античность в ваш гардероб помогут наряды из кожи от Donatella Versace. На подиум дизайнер представила скульптурные силуэты с обнимающими фигуру корсетами и словно из застывшего гипса складками в области бедер. В коллекции Изабель Маран традиционно присутствует тематика вестерн, колоритный стиль гаучо, отсылки к 80-м. Платья в карамельном тоне здесь подружились с ковбойскими сапогами и с блестящими люрексом либо с леопардовым принтом колготками. Новый креативный директор модного дома Tod's больше склоняется в пользу офисных луков. Но образы не смотрятся сухо и скучно. Дизайнер задействовал топовый тренд – носить одежду, надевая как бы задом наперед. Платье и мех – лучшее сочетание и однозначно самый модный прием в создании стильного аутфита. В этом нас убеждают многие именитые бренды. На подиуме в который раз возвращаются к ретро-мотивам, делая главную ставку на женственность и элегантность. На показе коллекции Michael Kors решено было вспомнить, как одевались одновременно просто и с шиком в разгар 30-х прошлого столетия. Согласно моде тех лет, меховые воротники и горжетки украшают тонкие ажурные наряды. В осенне-зимней линейке Ferragamo меховой палантин дополняет трикотажное платье. В образах марки Prada мех также выполняет роль контрастной отделки, а еще вдруг заменил кружевной декор на платьях-сорочках.
Следующее модное направление, казалось бы, не очень-то уж подходит для холодной поры. Но исключить его из списка актуальных сегодня тенденций у нас с вами, мои дорогие зрители, точно не получится. Очаровательный бельевой стиль. Тонкие бретели, шифон, шелковые и атласные ткани, легкая манящая полупрозрачность, нежной фактуры и кружево. Все это детали популярного тренда, который постучался в нашу дверь еще пару сезонов назад и, похоже, уходить не торопится. Эффектные наряды, повторяющие крой женских ночных сорочек, домашнего пеньюара, нижнее белье представлены в коллекциях Gucci, Альберто Ферретти, Блю Мари, Роберто Кавалли, Майкл Корс, Эрмано Шервино. Кружево, словно из будуарного шкафчика, найдем в линейке Dolce Gabbana. И не спрашивайте, кто подобное будет носить. Просто поверьте, модницы обязательно найдут место и повод выгулять любую вещь именитого бренда. Например, с чуть приталенным строгим пальто, как было на шоу Валентино, или с сапогами-подфортами, как предложили на показе Chloé. Бархатное платье. Многие скажут, что это наряды из ретро-тематики и хороши только для вечернего лука. Они обязательно должны быть красиво задрапированы, ткань уложена в складки, ведь так еще ярче проявляется ее мягкая благородная фактура. Но часть дизайнеров не согласна с такой постановкой вопроса, утверждая, роскошный бархат прекрасен и в повседневных нарядах. В коллекции Луиза Спаньоли вы найдете несколько вариантов макси, в которых, как говорится, и в пир, и в мир. Бархатное платье с кружевной отделкой от Gucci поддержало тренд на бельевой стиль. Если же необходимо собрать модный образ для особых моментов, платье в темном изумрудо-зеленом от бренда Armani точно вне конкуренции. А-силуэт. Еще один тренд нынешней осени, перекочевавший из старого сезона в новый. Впрочем, милые дамы, мы с вами должны быть этому только рады. Такой фасон хорошо скроет широкие бедра, добавит объема узким, акцентирует внимание на талии. Платье с юбкой А-силуэта дает также возможность уравновесить пропорции и визуально представить фигуру в песочные часы. Похоже, дизайнеры почувствовали нашу поднакопившуюся усталость от оверсайз нарядов, спортшика и гранжа. На модных показах можно встретить полное погружение в тему классической элегантности, но были и более яркие решения, как, например, в коллекции Каролина Эррера. Почему бы не разнообразить свой гардероб и таким эффектным вариантом? Отдельной строкой отмечу набирающий популярность тренд на одежду О-силуэта. Подобную найдем в линейке Жильзандер. Округлый контур создают особого кроя объемные рукава, да и сам пошив выполнен без резких углов с мягкими линиями. Еще одна тенденция с подиума – минималистичные платья. Часть брендов в этом сезоне решила не увлекаться сложно сочиненными вещами, а пойти от обратного и выбрать курс на простоту. Как результат, в их коллекциях балом правят изящные, незамысловатые однотонные наряды. Практичные, универсальные, без нагромождения декора, настоящее воплощение фразы «все гениальное просто». Однако лаконичное платье может громко заявить о себе сочным ярким цветом, либо, как было отмечено мною ранее, добавьте изюминку в образ стильный аксессуар. Цветочный мотив. Да, тренд на флористику – настоящий долгожитель на модной сцене. Он далеко не новый, и без цветочков теперь не обойтись даже в холодный сезон. Разве можно нам с вами, друзья, отказаться от такой красоты? Особенно, когда дизайнеры, помимо знакомых всем цветочных принтов, находят столько вариантов переосмыслить эту модную тенденцию, каждый раз поражая нас полетом фантазии и способами ее воплощения, раскрывая идею в аппликациях, вышивке. О главной теме коллекции Giorgio Armani, например, говорит и само название – «Зимние цветы». Они оказались острым напоминанием о красоте, которая нас окружает даже в суровых условиях. Как утверждает дизайнер, цветы – это не просто декоративный элемент, а энергия жизни, стойкость, надежда. Не менее интересно к флористическим мотивам подошли в доме моды Diesel. Хрупкий ковер из цветочных бутонов, казалось, вот-вот и рассыплется на моделях, оставляя лишь несколько лепестков. Сквозь него иногда вдруг проглядывал дерзкий хищный узор. Каким еще принтам уделили внимание модные бренды? У Zimmermann мы найдем великолепный наряд с упомянутой выше леопардовой расцветкой. У Dolce Gabbana не забыли включить в гардероб роскошное черное макси в горошек. Креативный директор Бальма отдает предпочтение клетке, которая, с его слов, очень схожа с узором уютного шерстяного пледа. Необычную трактовку традиционного для осенне-зимней поры рисунка по ткани нам предложил бренд Loewe. Клетчатый принт также украсил платья марки Burberry и Dior.
А на удивительном шоу Миссони зрителей ожидал настоящий взрывной парад нарядов в полоску с напористыми графическими линиями, разными по ширине и цвету. Модная длина. Кто-то из вас, мои дорогие зрители, наверняка предпочитает смелое мини. Для кого-то в приоритете более универсальный вариант длиной миди, но сегодня стилисты дружно поют дифирамбы элегантному макси. Длина в пол перестает быть спутником платьев только для особого случая, что не раз доказали дизайнеры в новых коллекциях. Но если вас смущает непрактичность такого решения, присмотритесь к чуть укороченным моделям. Платье подобной длины, которую называют мидакси, лишь немного приоткрывает нижнюю часть голени и щиколотку. Идеальный союз миди плюс макси дает возможность и повод продемонстрировать модную стильную обувь. Что в итоге самое важное? Выбирайте для себя любимое новое платье по душе. Однотонное или в клетку, полоску, цветочек, с оборками или с высоким разрезом, трикотажное либо из кожи, роскошное бархатное или теплое вязаное. Даже самое простое и лаконичное при умелой, хорошо продуманной стилизации смотрится не хуже, впрочем нет, гораздо лучше, чем дорогой, расшитый бисером и кристаллами наряд. Надеюсь, друзья, вы поддержите мое мнение лайком. Скажу большое спасибо за комментарий к видео и подписку на канал. Всем красоты и добрых позитивных эмоций. Пусть ваш день будет ярким и теплым, а настроение только солнечным.